На своем канале я не раз уже разбирал вопросы, связанные с Т2 телевидением, также с антеннами для Т2 телевидения. И вот сегодня я хочу рассказать о том, как правильно подключать активные антенны, потому что эти вопросы мне часто задают. Я, конечно, пытаюсь на них ответить индивидуально, но просто на все не хватает времени, и надеюсь, что это видео посмотрит большее количество людей и разберутся с этой темой. Если у вас и после этого видео возникнут еще какие-то дополнительные вопросы, то пишите ниже в комментариях. Итак, вопрос о том, как правильно подключить активную антенну Т2 тюнеру. Вариантов подключения, как правило, два. Первый вариант — это мы используем собственное питание активной антенны, если оно, конечно, присутствует, потому что уже есть антенны, которые акцентируются как Т2 антенны активные и которые предназначены для сразу питания от тюнера. И второй вариант — это когда мы будем питать антенну, предназначена она для питания тюнера или нет, это уже не важно, но можно ее запитать от тюнера. И вот, как видите, вариантов немного, всего лишь два, и все равно на них возникают путаницы. Давайте разберемся. Вообще я рекомендую, если антенна имеет собственный блок питания и он у вас не вышел из строя, то все-таки питать его от этого блока питания. Потому что с чем могут быть связаны проблемы с таким видом перехода на питание тюнера? Во-первых, антенна, точнее усилитель, который встроен в вас антенну, та же полячка, он, как правило, должен питаться при максимуме усиления от 12 вольт. Хотя уже сегодня на польскую антенну существуют усилители 5-вольтовые, я о них также не раз уже рассказывал на своем канале. Если еще вы не подписаны на мой канал, не забудьте это все сделать, чтобы не пропускать все интересное, о чем я буду рассказывать и сейчас, и дальше. Так, это было немножко отступление, теперь продолжим. Но у польской антенны усилитель устроен довольно оригинально. Если в него снижать питание, то просто падает коэффициент усиления, но работать он будет. Но не все усилители ведут себя так. У некоторых антенн с активными усилителями может быть такое, что при понижении питания усилитель вообще отказывается работать. И вот это нужно иметь в виду. И если вам такая антенна попалась, и вы ее пытаетесь подключить к Т2 тюнеру, чтобы запитать ее от его собственного питания, то у вас, как правило, ничего не получится, если вы не замените усилитель. Или если вы не переделаете его на питание от 5 вольт. Хотя это довольно сложно. Это первая путаница. Поэтому я всегда рекомендую, чтобы использовать родной блок питания. Вторая путаница. Приведу на примере польской антенны. Она имеет, как я уже сказал, довольно универсальный усилитель, который при 5 вольтах будет также работать. Просто с ниже коэффициентом усиления, но для многих случаев этого хватает. Но если вы просто воткнете штекер, который есть на блоке питания польской антенны, то есть возьмете, выключите блок питания из розетки, или он у вас сгорел, а вы не замените штекер, а оставите тот же клювик, и воткнете его Т2 тюнер, включите питание в меню антенны, и у вас антенна не заработает. Почему? Потому что в этом клювике стоит разделительный конденсатор, который пропускает сигнал в ваш тюнер, в телевизор, но зато не пропускает питание. Вот это главная путаница, которая происходит с этими антеннами. Решается она очень просто. Просто нужно этот штекер убрать и поставить обыкновенный, такой, который не имеет никаких разделительных конденсаторов, фильтров и так далее. Вот, допустим, такой. И у вас должно все заработать. Следующая проблема, которая может возникнуть при подключении активной антенны, это вы подключили антенну, подключили все правильно и забыли включить в меню питание антенны. Многие даже и не знали, что такое в меню присутствует. И вы ждете, чтобы сигнал пошел, а если на усилитель не подать питание, то он наоборот является как преградой для сигнала, даже тот, который приняла антенна, и не пропустит практически никакой сигнал. Зайдите в меню, я об этом тоже не раз уже рассказывал, и проверьте, включено ли у вас питание. Опять же, с этим питанием еще одна проблема.
Это если вы подключаете пассивную антенну, и которая имеет замкнутый вибратор, а таких антенн довольно много, та же известная антенна Харченко и еще другие антенны. И вот вы ее подключили, и наоборот, у вас в меню включено питание, и у вас происходит замыкание. Антенна накоротко закорачивает кабель. Для ВЧ сигнала это не является замыканием, вот как раз для обыкновенного напряжения питания это и есть замыкание. Некоторые тюнера предусмотрено выскочит сообщение, что у вас замыкание на выходе или в кабеле, а в некоторых тюнеров такого нет. И есть вероятность, что вы можете этим испортить тюнер. Обязательно проверяйте, если у вас антенна неактивная. Прежде чем ее подключить, зайдите в меню и проверьте, что у вас питание отключено. Неважно, имеет ли замкнутый вибратор ваша антенна или разомкнутый, все равно лучше выключите это питание. И только включайте его в случае активной антенны. Сейчас еще для подключения активных антенн появились вот такие вот штекера с переходом на USB. Я о них также уже рассказывал в некоторых своих видео. Они довольно неплохо дают возможность подключать те же полячки к вашим тюнерам. Ну, кому будет интересно, об этом индивидуально посмотрите. А мы движемся дальше и переходим к следующей проблеме. Это если вы купили стандартную антенну Т2, активную. Питание в ней, имейте в виду, как правило, 5 вольт. Бывает, что с антеннами идут инструкции с описанием, бывает нет. Это уже отдельный вопрос. Но имейте в виду, что это будут 5-вольтовые антенны. И не пытайтесь их подключить на тот же блок питания от польской антенны, потому что там по умолчанию выходит 12 вольт, и вы можете сжечь эту антенну, точнее усилитель, который там стоит. Просто нужно разобраться с тем, какое напряжение питания вашей антенны. Почему еще может не работать ваша антенна активная, если вы считаете, что вы правильно подключили? Обязательно проверьте подключение на замыкание. Бывают такие случаи, что просто по невнимательности не досмотрели, и один из волосков оплетки замкнул на центральную жилу. Происходит замыкание. Это часто такое встречается в польских антеннах. Но в польской антенне это заметить довольно легко. В ней сразу в блоке питания сработает защита. Там стоит микросхема-стабилизатор, кренка так называемая, 12-вольтовая или регулируемая, если регулируемый блок питания. Он уйдет в защиту, и светодиод, как правило, потухнет. Хотя встречались версии блоков питания, в которых этот светодиод был подключен до кренки, и при замыкании в кабеле ничего не происходило. Он как светился, так и светится, а усилитель работать не будет. Но это были блоки питания нечастые. В большинстве устроено так: после замыкания светодиод тухнет. Это показывает о том, что вы где-то что-то замкнули. И нужно это все найти и исправить. Я даже рассказывал о том, как легко проверить правильность подключения кабеля. Если у вас нет никаких измерительных приборов, никакой контрольки, это сделать очень легко. Вы после подключения усилителя кратковременно замыкаете отверткой клемму плюса с минуса на самом усилителе. И если на блоке питания этот светодиод тухнет, то значит вы все сделали правильно. Так же само, кому будет это все интересно, найдете в моем плейлисте Т2 телевидение, много там видео, и как раз это видео тоже там будет. Ну и еще раз хочу напомнить о том, что не используйте старый кабель, когда подключаете особенно активную антенну, потому что даже если она заработает сейчас, она может давать сбои, когда поменяется погода, допустим, пойдут дожди или начнутся заморозки или жара, и кабель начнет давать сбои. Это все отразится на качестве сигнала. Поэтому ставите новую антенну, особенно если она с усилителем, ставьте новый хороший кабель. На кабеле не стоит экономить, я об этом также рассказывал. Сделайте это раз и забудете на долгие годы, а так придется регулярно лазить к антенне. Поэтому это тоже помните. Надеюсь, что практически на все вопросы, которые мне задавали,
я ответил. Если еще есть какие-то, как я уже сказал, пишите. А на этом буду заканчивать. Понравилось видео, поставьте лайк. И всем приятных просмотров и до новых встреч.